Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 5-я серия аниме «Волчий дождь». Господи, какая знакомая картина сейчас была. Ау, как? Собачки. Слушайте, как мило, сейчас это было, а? Слушайте, ну, прямо, вот пробили, прям. Мне приснилось, что мы дошли до рая. Прям Там пробил. было так здорово. Повсюду были красные, синие цветы и много-много других. И все это были лунные цветы. Ты хоть раз в жизни видел лунный цветок? Не видел, но Ничего. там была бабушка. Она наготовила нам много всякой вкуснятины. Ее хозяйка. Чего это? Даже в раю остаешься домашней зверюшкой. Да ну все не так. Ну ладно тебе, ну. Мы там были как долгожданные гости. И везде играла музыка. Здорово. Похоже Здорово. на обычный городской ресторан. Для Нет, тебя ну это рай. правда же, это было потрясающе. И я во сне подумал, вот он какой, рай. О, Я просто не могу всего описать. А ничего, с твоими мозгами этого вполне достаточно. Даже Киба и тот не может рассказать нам, на что рай похож. Кстати, да. Хотя бы примерно. да. Хотя постоянно о нем толдычит. Так какого же цвета эти лунные цветы? Какая разница? Вы волки. Обаяние. Главное запах, чувак. А как выглядит, неважно. Кстати, у меня вопрос. А вы не знаете, волки не дальтоники, как собаки? Они же черно-белые все, а волки как, интересно, видят? Не так Что же, как там? собаки? Что там? Море. О, как. Вы поняли, а? Море. Они должны сейчас пойти по этому мосту, что ли? Офонареть. Ну, вперед. Едва-едва, но пахнет лунными цветами. Ага. Он там. Рай прямо по курсу, я знаю! Ну, давай, побеги, давай. Ну, как, тебе какая разница? Лучше с ними, чем от них. Ты это уже успел понять. По крайней мере, прикроют. Чё там? Это что? Ну, так себе рай. Больше похоже на падение Вавилонской башни. Понимаете, да? Говоришь, цветы чуешь? Нет? А я вот как ни стараюсь, чую только прогорклое масло. Облом. Ну, самый крутой на разведку, вперед. Кстати, это не лишено логики. Город явно знавал лучшие времена. Как и любой. О как. О как. Они что, боятся нас? Наверное, здесь не часто видят туристов. И что же мы тут забыли? Ничего себе рай. Ну, на запах шли. Ну, куда шли, туда и шли. Девушка? Вы откуда? Из города к северу отсюда. Что вы здесь забыли? Мимо проходили. Нам нечего делать в таком болоте. Правильно ответил. Куда вы идете? Не твое дело. Вам зачем? Вот. Мы идем в рай. Чего они смеются? Потому что они ничего не знают про рай. Да нет, все мы знаем. Это что, тоже волчары, да? Волчары. Волчары. Это все... Да. А это, видимо, у них вожак. Это просто сказка.
Сказка? Потому что нет никакого такого рая. Почему вы так уверены? Да. Да потому что мы там были. Мы его видели. И никакой это был не рай. Скорее уж ад. Я так и знал. Вы скоро сами все поймете. Сами увидите, что в этом раю искать нечего. А теперь проваливайте. Каждому свое место. Да базара нет. Нам Идем, нечего. Киба. Мне тут не нравится. Нечего делить. Проходим мимо и все. Они на их территории. А девочка-то полюбопытствовать захотела. По-любому. Это даже не смешно, чтобы надо мной издевалась кучка отбросов. О. А ты что, не такой же, как они? Что ты сказал? Просто намекаю на то, что завтра мы можем стать такими же. Да он уже как... Мне здесь не по себе. О, Очень страшно. да ладно. В этом городе живет столько волков. Почему же здесь так холодно? Кстати. Лучше последовать их совету и поскорее свалить отсюда. И куда мы пойдем? Здесь явно что-то есть. Столько волков собрались в одном Вот, месте. вот. Должна быть причина. Да. Они обычно собираются, где аромат цветка. То есть, где есть продолжение пути к этому раю. Вот Мне, конечно, нужны рабочие, но все, кого ты приводишь, уже старики. Они еще могут работать. Да, но сколько? Так тебе нужны рабочие или нет? Ладно, ладно, договоримся на завтрашнее утро. что, работают? Ну а то кушать-то надо. Тем более, если они в городе живут. Надо притворяться. Эти ребята напоминают тебя в молодости. О, удар ниже пояса. Горящие глаза и ни тени страха. Ну не знаю, Тобуя капец как боится. Зари, тебя и правда устраивает, как мы живем? Зари? Да, устраивает. Зари. Такая жизнь нам подходит. А ты сможешь так же уверенно повторить это тем мальчишкам? Видимо, его Ребятки пошли к кладбищу. Не думаю, что мы их еще увидим. Присмотри за ними, пока они не уйдут из города. Не волнуйся, они сами уберутся. Им даже еды взять негде. Или, может, наоборот, припахать их к работе тут? Будто я тебя спрашивал. Наша стая заботится о себе, и хватит. Это закон. без комментариев пока. Это кто? Это ты. Наверное, я. Это кто? А это уже Цуме. Кстати, на его рожу. И как они умудряются жить в городе, где нет и намека на что-нибудь съедобное? Логично. Я не могу больше идти. Наверное, надо искать место для ночлега. Ты куда собрался? Подождите! Вот тут можно поспать. А есть-то все равно нечего. Тут Да. как-то жутковато. Ну, зато спокойно. И беспокоить не будут лишний раз. Вам это не надо. Эй, вы слышите? Что-то странное. Да хватит бояться всего на свете. Мило. Какой... Ну и напугал дедуля. Ты что там делаешь? Да так, рою себе ямку в земле. Какой... Роешь ямку? Копаешь себе могилу? Что ж делать, в моем возрасте уже чуешь, когда придет конец. А ты не торопишься, малость. Это я чуть не умер от страха. Дедушка, в этом городе есть лунные цветы? Тут было целое поле, сколько глаз хватало. Правда. Они цвели по всему острову давным-давно. Здорово. Но их все вырвали, и не осталось ни единого лепесточка. Давным-давно, да. Да.
Тогда скажите, какого они были цвета? Цвета? Что сказать? Цвета луны. Может, ты где-то в раю был? Каждый волк его ищет. Я пытался. А где? Так. Классный джаз, кстати. Мне нравится. Смотрите, вон там вход. Так. Видимо... Ну и запах. Понятно. Воняет смертью. Ага. Я думал, он будет посимпатичнее. Там табличка какая-то. Оставь это. Много юных волков отправилось туда. Только до рая никто не дошел. Во как. А те, кто вернулся, остались здесь до конца своих дней. Как и все мы. О как, а. Старейшина, почему бы вам не отдохнуть? Завтра у вас много работы. Ах, да. Ну что ж, выкопал я и так достаточно. И это тот путь, которым вы пытались добраться до рая? Я же сказал, что никакого рая нет. Зари. Если кто-то из вас устроит бардак в моей стае, я не посмотрю, что вы еще щенки. Да что они делают-то? Чтобы к утру вас в городе не было. Ну ладно, хорошо. Ну что ты на нас базарился? Ну не мешают, ничего не делают. Абсолютно. Ну не мешают в любом случае. Ну что они, виноваты что ли? По инстинкту пошли туда, где пахнет. Ты все еще в него веришь? Во что верю? Не бывает никакого рая. 5-25. Спор вечный. Они же сказали, что были там, и это не рай. Значит. Они темнят. Может быть, это был неправильный рай. Да все есть. Слушай, откуда в тебе такая уверенность? Да все объяснение. Это бессмысленный разговор. У нас нет гарантии, что мы туда дойдем. Это да. Вообще идти туда дурацкая затея. Прекрати. Ты просто есть хочешь, поэтому и злишься. Тоже правда. А может, нам проще просто сдохнуть здесь? Тоже можно начинать могилы копать. Это неуверенность. Я даже сам не знаю. Просто что-то кричит внутри меня. Я готов жить только ради того, чтобы дойти, ради жажды узнать. Я не представляю, как можно жить и не верить в это. Да. Жрачка. Вы все, наверное, проголодались? Конечно, конечно. Спасибо, что обратили внимание. Этот какой козел. Стой, Киба! Что там? Да пусть идет. Спасибо за ужин. Это ветчина? Целый. Иди и ты поешь. Ага. Жизнь-то налаживается. Давай присоединяйся. Этот гордый. А то никто не знает, когда нам еще повезет перекусить. Ты что, не слушаешь? Все, путешествию конец. Нам больше некуда идти. Ну закройся, а. Тупик. Вы на 5-й серии только. А вы как думаете, госпожа? Меня зовут Коле. Госпожа Коля. Кола. Вы вполне могли бы остаться здесь. Заманчиво звучит. Эй, Киба ушел куда-то один. И ты, Цуме, куда ты? Да чё? Мне нечего добавить. Чё вы опять раз... И Цуме тоже ушел. Да пусть идет. Здесь гораздо лучше, чем показалось сперва. Чё вы разбрелись, а, опять? Что за люди? Что за волки? Ну, Тобой, как всегда. Ты куда собрался? С ним. Если так пойдет дальше, мы же все снова разбежимся и потеряемся. Устраивает. А меня не устраивает. Киба пошел на разведку, хочет что-то выяснить. Уф, наелся. Я думал, в этом городе вообще ничего нет. Откуда столько еды? Хочешь узнать? Приходи завтра на станцию. На станцию? А что там будет? Что? Кое-что интересное.
Увидишь сам. Интересно. Там жрачку раздают, что ли? Вот. И куда они все разбежались? Это они... Это куда... А, это что-то... А, это станция. Это станция, это железнодорожная станция. Да, они же... Я устал. Они же пришли по Поспим тут. железным рельсам сюда. Ага. Ну что такое? Уже передумал топать в рай? Детишкам нынче опасно гулять в одиночестве. Держался бы ты своей стаи. А сами-то вы? Что вы все здесь делаете? Что? Я знаю, почему вы не попали в рай. Почему? Вы, ребята, собаки. Вот сейчас тебя отметелят. Ах ты, щенок. Ну попал ты. А ты что ожидал? Ну без комментариев, он сам. Он же у нас с волчьей гордостью. Кто воет, интересно? Кто бы? Вечно он. Кстати, да, он же оправдывает свое имя, вечно воет. Ох, как его хорошенько покусали. Поколотили, я чуть не сказал. Понимаете, да, о чем я? Да. И заснул, где мог, там и заснул. Это поезд туда едет. Хиге, Кажется, я знаю, где найти дом. Ну, А что с ним? С Кибой? Не знаю, он еще не вернулся. Что они там? не понял. Ох, это... Ребята, надо просто понимать, это большое унижение, вы не представляете. Это большое унижение. Для волков это и старика даже запрягли. Да что тут творится? Стоп! Дать собакам отдых! Волков с... Может, все-таки раскройте рот? Поезд останавливается здесь на весьма непродолжительное время. Но благодаря этому и мы, люди, можем есть. Вот так мы и выживаем. Баш на баш. Если так посмотреть, Цуме занимался тем же. Ни они за меня, ни я за них никогда не работал. Это другое. Это другое. Вы можете думать, что хотите. Вы... Ау, еще и кнутом. Вы знаете, как это против собственного... Старику совсем плохо. Собственной сути пойти. Вы не представляете просто. Вот в волчьем инстинкте никакой волк не приручаем. А тут они сами позволили на себя нацепить намордник. Ау, он сейчас психанет. Ау, это вообще его сейчас добьет. Бешеная собака! Ловите! Охрана! Откуда она? Охрана где? Бешеный пес! Охрана куда смотрит? Она это специально. Она это сделала специально. Она хочет в Зарии оживить то чувство, которое есть в этих пацанах. Это его самка. Это очень тоже интересный момент. Кажется, я сказал тебе не вмешиваться. У нас тут своя жизнь, мы не лезем в чужую.
Жизнь помоечных собак? Вы застряли в этой дыре в ожидании смерти. И это ты называешь жизнью? Да что ты об этом можешь знать? Да. Жалкие. Вы, ребята, совсем зеленые. Ну, что правда, то правда. Это есть такое. Но знаешь что? Насколько я успел поменять, в этом мире очень рано любой повзрослеет. Даже такой, как Тобуэ. Так что не надо тут гнать, кто зеленый, а кто не зеленый. Мы живем в постапокалипсисе. Тут зеленым перестаешь быть с 5 лет. Когда понимаешь когда начинаешь хоть что-то понимать. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код Geass уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе. А теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой с 1 по 24 серию. Ну, знаете, прямо город разбитых надежд. Серьезно. Ну, мы сейчас увидели существ, которые сдались. На самом деле, вот в этой серии был очень глубокий посыл. Вы не представляете, очень глубокий посыл. По сути, променять свободу на еду. И для волков это вообще отдельная тема. Вообще начнем с построения стаи. Вообще вот мы сейчас наблюдали, что самое интересное, каноничную стаю. Я имею в виду в образе этого Зари, Коля, и старейшины и так далее. Смотрите, какое дело. Зари, как вожак, только он имеет право быть самкой и спариваться с ней. Это привилегия старшего. Но также хочется поговорить по поводу волчьего характера. Это очень любопытный момент. Волк это не просто так является символом, и до этого являлся символом многого чего. Не только плохого, но и хорошего. Зима близко. Зима близко. Ясное дело, я намекаю на сцену, которую мы увидели. Это была реально очень душещипательная сцена, которая, если понимать, она и так была показана крайне душераздирающей, но если понимать еще всю волчью натуру в реальной жизни, то эта сцена еще страшнее становится. Да что тут творится? Вот так мы и выживаем. Ни они за меня, ни я за них никогда не работал. Вы можете думать, что хотите. И я сейчас объясню почему. Но прежде чем это, я хочу сказать, что есть разница между маленьким волком и между взрослым волком. Понимаете, Тобуэ такой домашний, потому что его с маленьких... у него только глаза раскрылись, а его уже приручать начали. Поэтому он такой более умеренный. А это взрослые волки. Лучше прочитаю цитату из одной статьи. Приручить взрослого дикого волка практически невозможно. Известны случаи, когда люди устанавливали доверительные отношения с хищником. И мы это имели честь наблюдать в первых сериях, когда Цумэ был главарем банды. Были случаи, когда волк подпускал близко к себе человека и даже позволял себя гладить. Как правило, это односторонние отношения. Человек подкармливает хищника, зверь за это дозволяет ему находиться близко и даже трогать себя. Но не более того, волк не позволит нацепить на себя ошейник и держать в неволе. Как только человек перестанет кормить зверя или ему элементарно надоест общество человека, он сразу же прервет всякое общение. То есть, понимаете, чего стоило этим волкам, которые приехали и разочаровались в своей цели, чего им стоило нацепить на себя вот то, что они делают. Их эксплуатируют, волков. Для них это пойти против собственной природы. Это тут такой посыл. Я знаю, почему вы не попали в рай. Вы, ребята, собаки. Ах ты, щенок.
Вы застряли в этой дыре в ожидании смерти. И это ты называешь жизнью? Да что ты об этом можешь знать? Не только для волков, вот по поводу эксплуатации животных и так далее, а по поводу нам. Это посыл к нам, к людям. Такое ощущение, это такой легкий укор к капитализму. Вот укор этой системе. Потому что всю жизнь пахать, делать одно и то же, чтобы просто кушать, и в итоге, не добравшись до своей цели, забыв о ней, ты умрешь на этой работе, и тебя выкинут и просто закопают в яму. Ты что там делаешь? Рою себе ямку в земле. Копаешь себе могилу? В моем возрасте уже чуешь, когда придет конец. И забудут. И конец. Киба увидел это. Вы понимаете, полную противоположность своему образу мышления и своему образу жизни. Вы заметили, даже Цуме не принял это. Его отторгало то, что на него могут когда-то нацепить что-то подобное. Не они за меня, не я за них никогда не работал. Это было равноценное сотрудничество. Только на равных, а не то, что мы сейчас видели. Что ж, дорогие друзья, это была 5-я серия «Волчьего дождя». Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Группу ВКонтакте, также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю «Волчий дождь» на несколько серий вперед, с прекрасной музыкой, с великолепной музыкой, господи, как не хочется ее вырезать. Я каждый раз пытаюсь как-то смягчить углы, ну, с прекрасными кадрами и так далее. Удачи вам, увидимся уже на 6-й серии.